Всем вам мое здравствуйте! Вы на канале Удачные моменты. Ну что, плетем дальше? Конечно, плетем! Ведь лето не за горами, а мы еще не все кашпо плели и не для всех целей. А сегодня я предлагаю вам оплести вот такое вот кашпо и оплести его более простым узором. Если в прошлый раз лент у нас в плетении было много, кстати, ссылочку на этот ролик можно посмотреть в конце этого видео, то сегодня мы будем использовать всего лишь одну ленту. Мне кажется, это совсем просто. Несколько базовых элементов, которые я должна вам напомнить. Нужно сделать отверстие для того, чтобы сделать стойки. В нашем сегодняшнем случае мы будем делать нечетное количество отверстий. Так требует наш узор, потому что ленточка будет пропускаться через каждую стойку. Вот здесь вот отверстий должно быть ровно столько, сколько у нас получится поверху. А вот как делать отверстия? Кто делает дрелью, кто делает паяльником. Я нашла вот для себя очень удобный третий способ. Этот способ можно будет посмотреть в конце этого видео. Мне он очень нравится, я делаю это очень быстро и просто. Высота этого кашпо 17 сантиметров, поверху 24 сантиметра и по низу 12 сантиметров. Мы разметили отверстия по низу 17 дырочек. Они практически будут рядом друг с другом. Такая у нас конфигурация нашего кашпо. И 17 отверстий поверху. Такие чудесные отверстия у нас получились. Причем здесь достаточно часто, как решето. И теперь мы должны отмерить ленту ротанга для стоек. Попробую рискнуть 5,5 метров. Мне кажется, будет достаточно. На прошлое кашпо я брала 5, там было 16 отверстий. А сейчас возьму 5,5. Отмеряем и будем делать стойки. В прошлый раз, когда у нас было количество отверстий четное, мы начинали плести стойку сверху. А вот в тех узорах, когда делается нечетное количество отверстий, закреплять надо внизу. То есть берем нашу ленту ротанга, пропускаем в нижнее отверстие, и вот здесь вот нужно сделать узелок. Делаем вот такой вот узелочек, просто затягиваем и вот так вот там закрепляем. И теперь начинаем плести. Узелок внизу закреплен. Находим отверстие верхнее над этим нижним отверстием. И с внутренней стороны вставляем в это отверстие. И начинаем протягивать. Когда это только начало плетения, то, конечно, протягивать достаточно длинную ленту, но постепенно лента все становится короче. Вот сегодня я хочу вам показать очередную фишку, как сделать так, чтобы наше кашпо, когда мы сделаем уже его готовым изделием, было такое более пышное и круглое. Я вот сделала такое приспособление. Это такой поролон какой-то упаковочного материала. Я его скрутила, скрепила здесь скотчем. Получилась вот такая трубочка. Я думаю, что такие трубочки готовые продаются, поролоновые. И, наверное, их нужно покупать в диаметре, чтобы они были где-то 5 сантиметров. У меня это 3 сантиметра. Но я попробую сегодня с помощью этого приспособления сделать достаточно интересную конфигурацию нашего кашпо. Что для этого нужно сделать? Когда мы плетем стойки, вот сюда вниз проложить этот поролон. И когда мы будем плести стойки, тем самым мы будем постепенно закреплять наш поролон. И кашпо получится более такое выпуклое, пышное. Фишка плетения заключается в том, чтобы вот этот кончик ленты не потерять, чтобы у нас всегда он с вами был в руке, и мы его не искали. Перед тем, как вытаскивать ленту, мы должны этот кончик вставить в другое отверстие. То есть вот мы вытащили из отверстия, вставляем его в следующее, какое нам нужно. Вытаскиваем немного. И уже вот этот вот конец вставляем в следующее отверстие, чтобы не потерять. И уже его придерживая, мы начинаем вытаскивать нашу ленту. Вот так вот получается.
Не забываем, что сейчас, когда мы сделаем несколько стоек, мы проложим сюда наш поролон. Просто сейчас он не держится, и поэтому мы пока его не фиксируем. Опять же, следующий наш кончик мы вставляем в следующее отверстие, чтобы не потерять. Придерживаем его и начинаем ленту вытаскивать. И вот уже постепенно начинают формироваться стойки. Стойки затягивать сильно не надо. Если затянуть стойки, то плести будет достаточно туго. Одновременно прокладываем валик. Таким образом, стойки наши натягиваются, и кашпо будет становиться более пышным и таким пухленьким. И так мы плетем до конца по всему кашпо. Постепенно мы оплели все кашпо, сделали стойки, проложили поролон, чтобы наше кашпо было более пухленькое и красивенькое. Теперь вот этот поролон нужно обрезать и закрепить его скотчем. И чтобы оно вот так вот осталось здесь в дне. Обрезаем его, подтягиваем к низу поролончик наш. Вот такое у нас получилось кашпо. Мы доплели до последнего отверстия. Ленту закреплять мы уже умеем. Мы делали это в прошлом видео. Просто вытащили и просто сделали здесь узелок за вот эту петлю. Все, и отрезали. Стоечки все аккуратненько мы распределим, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга. Поролон сидит плотно. Он даст нам пышность нашему кашпо. И теперь мы отрезаем ленту длиной, наверное, где-нибудь метра 3-4, ну кому как удобно. И начинаем плести одной лентой. Это очень простой узор сегодня. Ленту будем пропускать через каждую стойку. Вот так вот. Через абсолютно каждую стоечку. В этом смысл этого узора. Вот мы протащили ленту до нашего начала, и вот этот вот хвостик мы берем вот здесь вот, он здесь очень хорошо, жестко закрепляется. И нашу ленту мы подтаскиваем вот сюда к основанию нашего кашпо. Все аккуратненько мы здесь сделали, видите, подтянули ленту к основанию. И теперь конец вот этой ленты, единственной нашей ленты, мы начинаем плести как бы в обратном направлении. Опять же пропуская через каждое. То есть если здесь вышло, это должно уйти вот туда. И точно так же все подтаскиваем к первому нашему ряду ленты. Моя лента в 4 метра закончилась. Я ее доплела. Дальше я отрезала еще 4 метра. И вот эти кусочки просто друг на друга положить и спрятать под стоечки. И ничего этого потом не будет видно и не бросаться в глаза. И плести дальше. Вот такой красивый узор у нас получается в этот раз. Он прямой, ровный, посмотрите. Не такой, как раньше был по диагонали. Но я потом покажу попозже то кашпо. И так красиво получается кашпо. Наше кашпо под наши красивые цветы на дачу. Это же класс! Занимайтесь плетением. Это так здорово, это так затягивает. Кстати, надо заказывать ротанг. И ротанг уже надо других цветов. Ну вот мы и доплели наше кашпо. Жалко немножко, конечно, метр, наверное, у меня остался. Но что делать? Мы это обрежем. Заправим все. И посмотрим, сравним два наших кашпо. Какое интереснее плетение. Как всегда мы заправляем туда, переворачиваем. Вот этот хвостик тоже нужно заправить вот так вот, чтобы его не было видно. Все. Не совсем получился пухлячок. Поролоновая подставочка туда должна быть толще, чем у меня. Но получилось очень даже ничего, красивое кашпо. Мы молодцы. А теперь давайте сравним два плетения. Вот это то, которое мы сегодня делали. Это из прошлого раза. Здесь ленточки по диагонали.
такое косое плетение, здесь прямое и одной лентой. Честно говоря, вот это первое плетение, которое по диагонали, его веселее плести, как-то радостнее. Вот здесь вот мне не очень понравилось. Печально я плела, надо сказать, одной лентой. А если честно, со стороны даже не особо и заметна разница в этих плетениях. Так что выбирайте то плетение, которое вам больше нравится. Ну а следующее, наверное, в следующем ролике мы должны, наверное, освоить уже косу по поверху нашего кашпо. Вот такой чудный метод предложил мне мой муж. Он сказал, что это старый, что? Кернер. Старый кернер. Его нужно разогреть на огне и делать дырки в моем кашпо. Вот такие аккуратные классные дырки получаются. Всем удачного плетения. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.